Наши эмоции являются рабами наших мыслей, а мы являемся рабами наших эмоций. Элизабет Гилберт. Эмоции имеют огромную власть над нами. Они влияют на то, какие решения мы принимаем, что носим, как себя ведем, что говорим и какую пищу потребляем. Они заставляют нас выходить из себя, опускаться до оскорблений, предаваться минутным утехам в ущерб глобальным целям, притворяться и манипулировать. Но эмоции – это не всегда плохо. Кроме тех случаев, когда они управляют нашей жизнью. Что происходит, когда мы учимся управлять своими эмоциями? Мы можем мотивировать себя на выполнение рутинного, но нужного задания. Или вдохновляться творчеством для того, чтобы творить самим. Становимся хорошим собеседником, который тонко чувствует эмоциональную ситуацию и правильно на нее реагирует. Вот 5 признаков того, что вы зависимы от эмоций. Сделайте все возможное, чтобы изменить свой подход к их выражению. Итак, признак первый. Вы реагируете, не задумываясь. Это, пожалуй, самый красноречивый признак. Реагировать на автомате значит реагировать на эмоциях таким образом, что обе стороны, одна из которых вы, проигрывают. Таким образом, данное поведение не может считаться разумным. В психологии есть термин амигдала хайджек. Он обозначает феномен, при котором части мозга, отвечающие за эмоции, берут на себя обязанности, которые должны выполнять те участки, отвечающие за рациональное поведение. Во время подобных аффектов человек превращается в животное и не способен мыслить критически. Он размахивает руками и кричит, готов броситься в драку. На любую ситуацию можно отреагировать совершенно по-разному. Вы наверняка замечали за собой, что ваша реакция на точно такие же события неделю назад и сегодня отличалась разительным образом. Второй признак. Вы чувствуете себя правым сразу, но не правым после. Когда вы вышли из себя, поддались эмоциям, то ваши инстинкты говорят: «Ты прав, ты абсолютно прав, делай то, что чувствуешь». В такие моменты вы действительно чувствуете, что правы. Реакция кажется правильной, движение или слово идеальными. Оскорбить в такие моменты собеседника легче всего, что часто и делается. Но вот потом, уже через несколько минут, часов или на следующий день, нам невыносимо стыдно. Теперь кажется, что реакция была слишком неадекватной, что можно было ограничиться повышением голоса или в принципе поговорить спокойно. Мы чувствуем себя ужасно и хотим вернуть время вспять, но не можем. Экстремальный уровень сожаления – это признак того, что ваши эмоции запускают свое шоу в каждой области вашей жизни. Не имея никакого над ними контроля, вы просто берете попкорн и садитесь смотреть, что натворите в этот раз. Третий признак. Ваши действия наносят вред вам самим и окружающим. Когда человек является рабом своих эмоций, он редко бывает приятным собеседником. Никогда не знаешь, каким образом изменится его настроение. Печаль, злость, зависть, страх. И как это повлияет на поведение. Рабы эмоций распространяют негативные эмоции вокруг себя словно вирус. Но что еще интересно, даже когда человек излучает позитивные эмоции, они становятся гротескными и деструктивными. Эмоциональные рабы бывают настолько поглощены своей радостью или экзальтацией, что начинают действовать неосторожно и могут испугать людей или навредить им. Чтобы научиться понимать свои эмоции, необходимо повышать эмоциональный интеллект. Четвертый признак. Вы размышляете ночью и не можете уснуть. Рабы эмоций ночью часто размышляют о чем-то или снова и снова прокручивают одни и те же мысли в голове. Ночные размышления являются побочным продуктом сожаления. Например, вы можете сожалеть о том, как поступили сегодня днем и что не сказали того, что должны были. Еще одна причина ночных внутренних диалогов – это в процессе дня мы неосознанно подавляем свои эмоции, и когда ложимся спать, то они вылезают наружу. Поэтому если вы замечаете, что уже несколько ночей думаете о своих взаимоотношениях с боссом, вероятно, вам стоит поговорить с ним и высказать свое мнение. Люди, которые мастерски владеют собой, отнюдь не безэмоциональные. Они знают, какие эмоции в какой момент стоит выразить и не подавляют их. Пятый признак. Этот цикл повторяется снова и снова. Даже когда вы делаете все возможное для понимания своих эмоций, некоторые из вышеперечисленных пунктов могут возвращаться. Вам стоит осознать, что понять свои эмоции и научиться с ними взаимодействовать
Это процесс вовсе не быстрый. Для начала подумайте над тем, над какими эмоциями вам нужно поработать здесь и сейчас. Создайте свой список деструктивных эмоций, чтобы знать врага в лицо. Итак, вы уже ответили на вопрос, являетесь ли рабом своих эмоций. А дальше весьма разумно задать вопрос, что же с этим делать. Вам нужно научиться не столько контролировать, сколько управлять своими эмоциями, научиться их различать и повышать свой эмоциональный интеллект. Если тема эмоций вам интересна, пишите в комментариях, мы ее обязательно продолжим. На этом наше видео подходит к концу. Я благодарю каждого из вас за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного.